Добро пожаловать на канал. Это моя авторская история. Маленькая Эйми продавала цветы, чтобы помочь больной маме. Одна встреча в ресторане изменит все и покажет, что настоящая сила не в деньгах, а в добре. Приятного просмотра. В ресторане Golden Gate царила почти священная тишина. Каждый стол был покрыт белоснежными скатертями, серебряные приборы блестели, и казалось, что здесь царит абсолютный порядок и богатство. Но эта иллюзия была мгновенно разрушена, когда Филипп, мужчина 40 лет, в дорогом костюме, потерял самообладание. Его лицо было искажено гневом, а пальцы, украшенные массивными кольцами, указывали вниз на крошечную девочку, дрожащую от страха. Эйми, 6-летняя девочка с большими карими глазами, держала в руках корзинку с короткостебельными розами. Ее платье было старое, с аккуратно заштопанными локтями, а ноги были в изношенных ботинках. Она случайно задела пыльным пальцем брюки Филиппа, и это стало катализатором бурной вспышки гнева. Для Филиппа это был удар по его статусу, а для Эйми — лишь случайность, происшедшая из усталости и невинности. Ресторан замер. Владелец бизнеса Филипп грозно требовал убрать девочку, выкрикивал о ее грязи и неприемлемости в его мире роскоши. Никто из посетителей не решался вмешаться, богатые банкиры и политики лишь напряженно держали вилки над тарелками, боясь стать следующей целью. В этот момент старик с седыми волосами и голубыми глазами, сидевший в углу, встал. Это был Джеймс, бывший рабочий, который когда-то начинал с нуля, носил простую одежду и держал трость. Он спокойно подошел к центру сцены между Филиппом и Эйми, создавая невидимую защиту. Его спокойствие контрастировало с бушующим миллионером. Джеймс своим присутствием показал, что истинная сила не в деньгах и одежде, а в человечности и достоинстве. Филипп, обескураженный и оскорбленный вызовом старика, попытался запугать его, размахивая купюрами и угрожая. Но Джеймс не отступил, проявив решимость и достоинство, которые превзошли любую материальную силу. Сцена завершилась тем, что Филипп был фактически изгнан из ресторана, а Эйми была защищена. Джеймс помог девочке и ее матери, больной женщине, обеспечить медицинскую помощь и купить необходимые лекарства. Он купил все ее цветы, дав девочке не милостыню, а признание ее труда и достоинства. Вскоре семья получила помощь, а Эйми смогла продолжать продавать свои цветы, но теперь с уверенностью и безопасностью. Филипп же, лишенный уважения и репутации, со временем потерял свое состояние и влияние. В то же время Джеймс показал, что истинная власть принадлежит не деньгам, а доброте, решимости и заботе о тех, кто слабее. Через год Эйми сидела за столом с матерью и Джеймсом в том же ресторане. Она больше не боялась мира взрослых, а их счастье сияло ярче любого золота и бриллиантов, окружавших их в Golden Gate. Эйми и ее мама получили помощь, а справедливость восторжествовала. Истинная сила оказалась в доброте и смелости. Спасибо, что посмотрели мою историю. До скорой встречи.